Здравствуйте, дорогие подписчики канала, или случайно попавшие на него. Хочу сделать сегодня обзор вот этих, не знаю, посмотрим, каких наушничков. TWS NB2 Pro, Edifier фирма. Заказал их на AliExpress. И на самом деле, ну-ка давайте посмотрим. Цена их в районе $76 вместе с пересылкой. Плюс, ну да, пересылка была бесплатная, впрочем-то говоря. Наверное, было несколько версий. Цвет, но это не важно. Я хочу сделать обзор, больше склонен в сторону качества звучания этих наушников. Вот, у нас, кстати, заказал, они стоили $75, ну плюс еще налог. У нас еще $12 с меня содрали, ну у нас так положено. Вот, я честно вам скажу, это первый мой обзор. Наушника вообще как бы не люблю слушать в наушниках музыку, потому что все-таки у меня серьезная аппаратура, и как бы, ну, наушники нету на теле каких-либо ощущений, и сцена, она не может быть правильной, вот, по сравнению с Hi-Fi, high-end аппаратурой. Я, кстати, встану, покажу вам, секундочку. Ну-ка, сейчас. Вот такая у меня аппаратура. Тут микрофон. Вот, это колонки 15 JBL. Тут компрессионный драйвер с рупором передним. Вот, и высокочастотник типа 75-го JBL. Все JBL, компрессионник тоже JBL. Здесь и 140 JBL. Для многих это не будет о чем говорить. Вот моя система. Я ее сам собираю. Темновато, конечно. Может, это что-то даст. Или вот это. GoPro, честно говоря, мне не очень нравится. Она любит много света и мало что ей помогает. Это усилитель, это DAC, это USB девайс. Ладно, не буду на этом заострять внимание. Тут у меня такая лаборатория небольшая. Вот. Вот, так что хочу сделать уклон на качество звука. Не знаю, конечно, с чем их можно сравнивать. Знаю, у моей жены какие-то наушнички довольно-таки дорогие. Ну, в раза два точно дороже. Мне их звук вообще не понравился. Но будем говорить о Edifier. Окей, значит, получается у нас распечатка, обзор. Ну, больше, конечно, как я и сказал, все ведь познается в сравнении, поэтому... Так, коробочка. Кстати, пришли они мне из Голландии. Не знаю почему, но вот видно, голландцы продают это в Китае. Странно. Ну, как-то так. Через Китай. Коробочка классная, приятная. Что у нас идет к наушничкам? Наверное, кабель зарядки. Я думаю, надеюсь. Смотрим. Есть даже такой мешочек. Кстати, катон, мне кажется. Даже и не верится. Не синтетика, а катон. Такие канатики тут. Как будто такая деревенское ручное шитье такое. Прикольно. Ладно. Тут у нас для сборки влаги. Что еще? Ну вот, разные насадочки кому как в ушах, чтобы сидело удобней. Ну вот, какие-то инструкции на двух языках. На одном и на непонятно каком другом. Но я шучу, конечно. Нет, там есть китайский, есть куча всякого тут. Ладно, тут ничего. Тут какие-то, наверное, чтобы не протолкните наушники в мозг. Типа предостережения какие-то. Здесь у нас инструкция по подключению и так далее. Ладно, посмотрим. Окей. Здесь такая коробочка кожаная. По крайней мере, кажется, как кожаная. Очень приятная. Вообще трудно поверить, что это все за 70 с чем-то долларов. Реально. Прикольно. Очень приятная на ощупь. Открывается, что ли, с кнопочкой? Ну-ка. Нет. Короче,
Если я вам не покажу, как открыть, фиг вы ее откроете. Шучу, конечно. Ну реально. Понятно. Это зарядка, а это типа кнопочка, но не ошибитесь, это не кнопочка. На этой штучке просто двигается крышечка. Вот откуда их нужно открывать. Вот что значит нет опыта. А вот и наушнички. О, приятненькие. Не, ну вообще реально. Просто даже не верится, что за эту цену. Они, наверное, скорее всего, заряженные. По крайней мере, частично заряженные. Ладно, будем дальше смотреть. Ну вот. Послушал я эти наушники. Честно говоря, они мне понравились. Вот, я слушал разную музыку, мужской голос, женский голос, рок, более резкую музыку, типа Крамберис, с ее острым голосом, Димаш, там Леонардо Коэн, ну и всякое другое. Там у меня есть целый список. И наушники, я, честно сказать, вот даже не менял ни одни насадки. Вот те, которые были, ну, мне подошли, я вставил и так и не вытаскивал их. Мне было очень удобно. Долгое время я не пользовался никакими функциями. Я так понял, они только умеют переключать вперед песни, умеют пауза. И эквалайзеровские всякие, ну там есть эквалайзеровская настройка. Есть отключение, функция отключения шума и, значит, то есть noise reduction on и noise reduction off. Вот, я сначала включил, мне понравились низкие частоты. Ну, потом я шел, слушал. Вот, мне довольно-таки понравилась нижняя середина, что меня очень удивило. Вот, в наушничках такого класса довольно-таки хорошая нижняя середина. Я не могу сказать, что она идеальная, но она хорошая, очень мне понравилась. Я сейчас еще покажу, какой эффект влияет в самом настройке в самом телефоне. Или знаете что, сразу включу, чтобы не забыть потом. Они как раз сейчас подключены. Кстати, 20% батарейка уже минут 15, наверное, я слушал вообще. 20 даже. Она не сдвинулась. А в настройках у нас есть... Ну, понятно, к звонкам, значит, в каких случаях телефон будет использовать, в меди, для звонков, ну, или там контакт-шеринг, я так понимаю, не произносится тогда название. Есть такая функция, ну, у меня Xiaomi Mi 10. У меня есть функция, вот это, я так понял, она просто увеличивает звук. Я не услышал, что она на что-либо влияет, кроме как на мощность звука. Вот эта функция мне не понравилась, AAC. Они говорят, что это повышение качества. Ну, впрочем-то говоря, как и из всего жизненного опыта, я звуком увлекаюсь уже не буду говорить возраст, но 25 лет. Вот. Я строю усилители, колонки и так далее, и с замерами, и только сижу и придираюсь к звуку. То есть пока не доведу его до идеального, тогда я сижу и просто слушаю и получаю удовольствие от музыки. Да. Я из тех ненормальных, которые покупают дорогие детали, которые многие считают, что это не влияет на звук, но я не буду спорить сейчас на эту тему. Вот, так вот, значит, AAC мне не понравилось, это какой-то улучшайзер, мне он не понравился, он кривит немного нижнюю середину, именно нижнюю середину. Вот, что мне очень понравилось... Значит, я шел, слушал, и в какой-то момент я начал пользоваться тач вот этими функциями, которые встроены в наушники. Может быть, я еще чего не нашел. Но то, что я сразу обнаружил, это выключение шумоподавления, то есть noise reduction off. Так вот, когда я это нажал, то есть мне понравилась нижняя середина до этого, мне понравилось, низкие частоты понравились, но была какая-то небольшая пелена на женских голосах и, соответственно, немного на высоких частотах, как будто был провал небольшой между женскими голосами и высокими частотами, ну, из-за глухости вот этой. Вот, хотелось сразу взяться за эквалайзер. Вот, но когда я отключил вот эту функцию чертову,
Ну, для звука, впрочем-то говоря, она и не нужна. Ну, если только в шумных местах. Когда я отключил шумоподавление, вот эти минусы, они исправились. Появилась более прозрачная верхняя середина и высокие. Смотрите, наушники я слушал и за $1000, и там тоже было все не идеально. Мне не нравились там средние частоты, не понравились. Высокие были очень чистые, да, далеки от вот этих наушников, конечно, и низкие были, я помню, очень крутые, хотя я долго их и не слушал. Неудобно было забрать у клиента наушники. Вот, и тогда еще не делал обзор, это вообще мой первый обзор. Вот, я специально взял наушники в таком сегменте, но я для себя брал, для звука. Вот, поэтому я слышал, что они звучат лучше, чем их ценовая категория. Там еще было Special Audio, вот это было, у меня один раз включилось, ну не знаю. И вот это AAC Audio, вот это то, что есть в телефоне, мне не нравится. Отключаем. Reswapping, 32 часа. Да, играют, видно, батарея у них очень долго играющая, конечно, это очень приятно. Так вот, что еще мне понравилось? У них очень ровный звук. То есть, скажем так, ну, если не делать очень-очень громко, тогда немного режет уши, да. Вот. Но, опять же, тут уже надо не забывать, что есть встроенный усилитель, и здесь свой передатчик Bluetooth и так далее. Без усиления вот этого звука они были тиховатые наушники. Вот этот Absolute Volume. Это в настройках, впрочем-то говоря, этих наушников. С ним получше. И то я слушал даже с ним на 80-90 иногда процентов. Вот, но это на улице, там чуть шумнее. Может быть, дома можно и гораздо тише слушать. Вот. Они не имеют такого уж мощного звука. Например, когда мне давали слушать Bluetooth, по-моему, какие-то крутые JBL это были. Там просто бомба. Не могу сказать, что да, они звучали, может, конечно, получше, но там совсем другая ценовая категория. Они минимум в 4 раза дороже, простите. Вот. Поэтому эти наушнички, конечно, на их цену просто вставляй и слушай музыку. Да, может быть, они, конечно, ну, опять же, смотрите, какие колонки я слушаю и с чем я сравниваю. Поэтому у каждого качество звука, оно относительное. Вот. И мне они понравились не из-за того, что они мои, а просто вот из-за всех аспектов, которые я вам озвучил. Если у вас будут еще какие-то вопросы, просто спрашивайте в комментариях, какие-то определенные, которые я не подчеркнул в своем обзоре, я с удовольствием отвечу. Вот. И в будущем, может быть, еще постараюсь сделать обзор на другие какие-то аудиодевайсы, потому что это мой хобби, и я в нем довольно-таки хорошо понимаю, и у меня большой опыт. И я слушал многие системы. Постараюсь вам помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Что еще вам сказать по поводу этих наушников? В ушах очень удобно, я, по-моему, уже сказал. Можно и шел долго, вот они абсолютно не мешают в ушах, что очень приятно, потому что это затычки. Вот. Не могу сказать сейчас на 100%, как они. Можете, может, увидеть это в других обзорах. Я даже звонить некому, потому что уже очень поздно. Вот. Может быть, я добавлю в обзор, посмотрим их. Кстати, вы можете написать внизу, я сделаю в форуме, я сделаю в комментах. Тогда обзор, соответственно, я уже буду ими пользоваться и буду все знать еще лучше. Ну вот, спасибо за внимание. Еще раз не хочу попрошайничать. Но если вам понравился обзор, ставьте лайки, дизлайки или не понравился. Подписывайтесь на канал. Все, до новых встреч. Будьте здоровы, получайте удовольствие от музыки. Радуйте душу, и она будет заряжена положительной энергией. И всем и вам будет от этого хорошо. До свидания, до встречи.